Смартфон, за дизайн которого не стыдно. Какой он? Когда Apple выпустили iPhone 10, тренд стал понятен. Но еще остались производители, которые самостоятельно могут делать устройства, не подглядывая за другими. Сегодня мы поговорим про Oppo Find X и Oppo Find X Lamborghini Edition. Смартфон, который одновременно может стоить 70 тысяч и 150. А еще он заряжается от 0 до 100% за 35 минут. Новинку показали в июне не где-нибудь, а в Лувре, во Франции. И место это выбрано не случайно, потому что смартфон сделан с душой, и его можно отнести к искусству. Были мы на этом мероприятии, все на уровне. Я игру сборной смотрел Россия и Египет как раз. Прям в Лувре во время презентации с телефона. Мне преза зашла, одним словом. Итак, рано или поздно Apple откажется от выреза в экране и представит что-то поистине безрамочное и полноэкранное. А пока мы видим это у Oppo. 6,4-дюймовый дисплей занимает почти 94% передней поверхности. Края изогнуты, как во флагманских Samsung Galaxy. Тут это называется Panoramic Arc Screen. Сверху разговорный динамик, внизу небольшой выступ, дисплей AMOLED с разрешением 2340 на 1080 точек и яркостью до 430 нит. Защищает его стекло Gorilla Glass 5-го поколения, сзади такое же стекло, градиентная заливка корпуса, цвета доступно два — рубин бордо и индиго сапфир. Ну, какой флагман, такие цвета, извините. Есть еще вот такой цвет в Lamborghini Edition, черный, с узорами по краям и логотипом Lamborghini. Ну, честно, круто, но стандартные цвета посимпатичнее. Давайте как раз посмотрим, что в комплекте с Lambo. Ух, там все очень неплохо. Ну, во-первых, сама коробка, как полагается. Открываем сверху телефон, сразу под ним зарядное устройство на 10 вольт и 5 ампер, черно-золотое, тоже со значком и надписью SuperVOOC. Это название быстрой зарядки. Дальше кабель в рыжей оплетке, выглядит прочным. Ну и а это что? Матерь Божья, это беспроводные наушники, называются O-Free, прям в комплекте с телефоном. Ну бывает же такое. Их, кстати, отдельно можно купить. Ну, выглядит что-то совсем так себе. AirPods поудобнее будут. При этом это не затычки, а вкладыши. Давайте сразу послушаем. Норм. Смотрим дальше. В подложке у нас скрывается вот такой конверт. Сразу вижу здесь тряпочку для протирки, инструкции с иголкой, переходник с Type-C на джек 3.5 почему-то белый. Ну и комплектный чехол из пластика и сделан под карбон. В целом очень приятный. Вот и все. Такой богатый комплект. В целом хорошо и даже не колхоз, кроме наушников. Но куда нам без колхоза? Без него никуда. Включаем телефон. Да, вот это я понимаю. Вот это дизайн. Вот это уровень. Слава богу, что в настройках можно на нормальные иконки все это поменять. Страх-то какой. Давайте сравним комплект со стандартной редакцией. Тут уже коробка поменьше, такой же зарядник и кабель, только в белом цвете, ну и, естественно, чехол. Правда, не такой классный уже, он просто прозрачный. А еще нет беспроводных наушников. Сразу отмечу, что на оба телефона наклеена заводская пленка, которую можно и не снимать вовсе. Вполне хороший, даже с ляфобным покрытием, такое наблюдать всегда приятно. Что по ценам? Oppo Find X в России стоит 70 тысяч рублей. Это версия на 256 гигабайт в двух цветах, оперативной памяти 8 гигабайт. Что касается Lambo, то в России такая версия не продается, но можно купить, например, в США на Амазоне. Там она стоит $2100, а обычная версия $950. Это в переводе на рубли примерно 135 тысяч и около 60. Не мне вам рассказывать, как заказывать, например, через Mainbox. Вбиваем американский или европейский адрес, заказываем, вам все приходит в Россию. Если кто не знает, Mainbox — это помощник по покупкам за рубежом. У них есть склад в США и Великобритании, вы просто при заказе выбираете нужную страну, дальше уже работа сервиса. В личном кабинете можно проверить статус заказа, следующую дату вылета, а также посмотреть фотоотчет, который, естественно, прикладывают, все ли вообще нормально с товаром. Если захочется, можно несколько товаров объединить в одну посылку, компания возьмет на себя переупаковку, таможенное оформление и хранение. В России есть несколько вариантов доставок, от курьера до самовывоза. В этом плане все очень удобно, я сам использую Mainbox, как можете видеть, у меня есть несколько заказов, на днях вот взял пару SSD от Micron на 2 терабайта, который в России стоит 40 тысяч рублей, а в США в переводе на рубли 20 тысяч. Ну, как-то так. Переходим к эргономике. Справа кнопка питания, слева две кнопки громкости, снизу динамик, микрофон Type-C версии USB 2.0, но с поддержкой OTG зато, а также слот для 2 нано-сим-карт. Рамка и кнопки металлические, а вот защиты от влаги и пыли нет вообще. Первый минус, запоминайте. Но тут не без причины. Все дело в инновациях. BBK сначала попробовали подобное на Vivo Apex и Next, теперь вот здесь. Новаторство заключается в выезжающем блоке верхней части
части, где находятся датчики и камеры. Датчик света также спрятан, используется специальная технология, из-за которой неоригинальные пленки и чехлы могут блокировать свет. На сайте Oppo специально разместили макеты официального защитного чехла и пленки. Но вернемся к выдвижному элементу. Главный вопрос в надежности конструкции. Oppo обещает до 300 тысяч срабатываний, что потом, очевидно, придется нести в сервис. Инновация, честно сказать, спорная, к тому же любая пыль или песок могут со временем еще и сократить данный срок. Ну, через год-два уже точно поймем, как оно работает. В выдвижном модуле, появление которого занимает 0,5 секунды, находится фронтальная камера, система структурированного света и основная двойная камера. И вот эта система структурированного света, используемая в Find X для распознавания лица, оборудована проектором точек, камерой на 25 мегапикселей, инфракрасной камерой и инфракрасным излучателем. Назвали это O-Face и работает ничуть не хуже, чем в iPhone 10. Нажал на кнопку питания, выехал модуль, просканировал лицо и спрятался назад. Моментально. Тут вообще без вопросов, работает прям очень быстро и очень точно, и выезжает тоже быстро. При свете, в темноте, как хочешь. Плюс, если вы просто камеру включаете, то выезжает тоже быстро. Еще эта технология используется для создания анимодзи, только называются они здесь омодзи. Этот позор даже показывать не буду. А еще помимо авторизации по лицу обещали разблокировку по голосу, но чё-то не нашел такой функции. Раз уж речь зашла о выдвижном модуле, обратим внимание на камеры. Фронтальная на 25 мегапикселей со светосилой 2.0 умеет делать портретные снимки. В настройках также доступна функция настройки освещения. Для закомплексованных есть функции 3D AI Beauty и Selfie Tune 2.0, улучшающие ваш внешний вид, пожалуйста. Задняя камера двойная, оба глазка с апертурой 2.0, основной объектив на 16 мегапикселей с сенсором IMX519, такой же используется в OnePlus 6. Есть оптическая стабилизация. Второй на 20 мегапикселей с сенсором Sony IMX376K, используется для улучшения качества ночных фото и анализа глубины в портретном режиме. Фотографии в дневное время получаются яркими, насыщенными. В ночное результат чуть лучше среднебюджетных моделей. Портретное фото здесь тоже хорошее, количество артефактов по минимуму. Видео максимально пишет в 4К 30 кадров в секунду, уровень записи не флагманский, но плюс умеет писать Full HD в 240 кадров и 720p в 480. К экрану. Смотреть видео или играть в игры на таком, удовольствие, как еще сказать-то. Никаких рамок, только картинка. Соотношение сторон 19,5 к 9, есть функция улучшения видео, выставляется в настройках. В YouTube работает растягивание видео, а еще есть вот такая штука. Многозадачная панель в полноэкранном режиме. Открываем и видим тут разные иконки. Можно сделать скриншот, можно отключить уведомления или открыть в окне SMS-ки. Собственно, по идее, можно еще что-то добавлять, но сам телефон больше ничего не предлагает. Видимо, тут дело за разработчиками, хотя тема удобна уже сейчас. Работает Find X на Android 8.1 с фирменной оболочкой ColorOS 5.1. Есть тут также функция подсветки грани экрана на определенные уведомления, как в Galaxy S8 и S9, но тут цвет настраивается еще. Управление осуществляется стандартными наэкранными кнопками или жестами, и система жестов гениальная. 3 полоски, можно назначить на них разные движения, в целом и красиво, и удобно, и места не занимает. Такое я в Android 9 хотел бы. В целом, подтормаживание интерфейса за все время использования замечено не было. Оболочка не вызывает вау-эффект, прямо говоря, потому что вы сами знаете, на что она похожа, но за оптимизацию разработчикам можно пожать руку. А вот за дизайн не пожать, такое стремновато выглядит. То ли дело тема с Lamborghini. Железки. Процессор флагманский Snapdragon 845, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти, оперативной памяти 8 гигабайт. Что касается версии Lambo, тут вообще 512 гигов встроенной памяти, но оперативки также 8. Плюс вскоре появится еще одна версия Oppo Find X сразу с 10 гигабайтами оперативной памяти. Можно забить на оптимизацию. Надеюсь, такое железо вытянет вообще любые проблемы. В целом все и сейчас уже летает, любые игры. Телефон при этом не особо греется. Есть небольшой тротлинг, но все в пределах разумного. В целом, железки очень мощные и никаких вопросов в этом плане не возникает. Аккумулятор, автономности, вот это все. На презентации в Париже нам сообщили, что версия Lamborghini получит эксклюзивно функцию зарядки SuperVOOC. Все очень быстро, от 0 до 100% за 35 минут. И это, так и работает. Сегодня сам проверял, от 0 до 100% за 36 минут. То есть пока зубы чистишь, у тебя уже телефон зарядился с утра. Это очень круто.
круто. Батарея на 3400 мАч. У меня есть хорошая версия. Вроде бы у Ламбо и Decision крутой, и зарядник эксклюзивный, но в итоге в комплекте с обычной версией идет такой же зарядник, и заряжается она также за 36 минут от 0 до 100%. Зачем об этом промолчали, непонятно. Но в целом, если хочется настолько быстро заряжать телефон, можно взять обычный Oppo Find X и радоваться этому. Дальше. Именно из-за такой скорости сюда не стали добавлять беспроводную зарядку. Об этом говорит Oppo. Но почему бы и нет? Почему бы не добавить? Да и сканер отпечатков пальцев под стеклом тоже не помешал бы. Что касается автономности, вытягивает до 8-9 вечера, 5-6 часов экрана. В целом, чуть похуже, чем iPhone XS Max. Ну, такой средний результат. Звук и связь. Джека 3.5 здесь нет, как уже было сказано, но если у вас есть беспроводные наушники, сюда для этого поставили Bluetooth 5 версии с поддержкой aptX HD. Основной динамик здесь один, он снизу, стерео не добавили, это еще один минус. И звучит он, честно говоря, довольно средне. Что касается связи, 4G, 24 бенда, но нет NFC. Еще один минус. Устройство стоит 70 тысяч, нет NFC, ну такое, конечно. Ну и последний минус, раз уж мы об этом говорим, оставил напоследок, очень раздражает звук выезжающей камеры. Привыкнуть, конечно, можно, но в первое время прям подбешивает. Дальше. Устройство получилось премиально, рвется в конкуренты к iPhone XS. Предлагает не то же самое, а что-то инновационное и по-своему красивое. В целом вопрос надежности корпуса и механизма остается открытым. Что с этим будет, покажет время. Стоит ли покупать? Ну не знаю, устройство получилось довольно спорным. Но если хочется быструю зарядку, много памяти и вот такой фантастический внешний вид, можно посмотреть. Я себе взял, попробую пользоваться как вторым телефоном, посмотрим, приживется ли. А теперь самое интересное. Краш-тест Lamborghini Edition с 1 метра экраном вниз. Поехали!